7000 лет назад здесь поклонялись чему-то, о чем мы до сих пор ничего не знаем. Вы сейчас смотрите на самую пустынную часть в Израиле — долина Увда. Сегодня здесь почти ничего нет. Военная база, пыль, камни, жара под 40. Но 7000 лет назад здесь кипела жизнь. И именно здесь археологи нашли сооружение, которое поставило их в тупик. Древний храм нашелся случайно. В начале 80-х годов израильский танк проезжал через долину Увда, и вдруг экипаж заметил странную каменную конструкцию посреди пустоты. Археологи идентифицировали его как древнее святилище эпохи неолита. Возраст комплекса около 7000 лет. Это время, когда еще не было пирамид Египта, не существовало Иерусалима, а человечество только научилось жить оседло. Но кто-то уже построил храмы в сердце пустыни. Говорят, что это какой-то храм. А где храм? Какое-то просто нагромождение камней. Ой. Ну вот, какой-то очаг. Говорят, что здесь нашли печи для жертвоприношений. Но никаких органических остатков там не нашли. Но обнаружили, что пеплу, который там, 8000 лет. Но самое интересное, я думаю, что это вот здесь. Да, вот они, жертвенные печи. Вон еще. Смотрите, их тут несколько. А это, ну, прямо цветочный горшок. Ой, смотрите, что это? Ничего себе. Знаете, на что похоже? На крыжовник. Но это не крыжовник. Храм имеет форму ромба, в котором углы направлены строго во все 4 стороны света. Как поколения неолита могли знать, где север, юг, запад и восток? Или это случайность? Смотрите, вы видите стоящие необработанные камни. Что это значит? Это значит, что это мацева. Мацева символизирует божество. То есть здесь поклонялись каким-то божествам. 17 вертикальных камней. Маленький каменный круг. Что-то вроде миниатюрного Стоунхенджа. Археологи считают, что это была священная зона, место общения с мертвыми. И здесь становится реально не по себе, потому что западная часть комплекса ориентирована на закатное солнце. Во многих древних культурах Запад означал мир мертвых. Солнце умирает на западе. И, возможно, люди долины Увда верили, что именно туда уходят души. Этот храм назвали храм леопардов. И это не случайно.
Вбитые в землю камни изображают леопардов. Ну, конечно, понять, что это леопарды, нужно много фантазии. Но если сказали, что леопарды, значит леопарды. Причем интересно, их здесь 16 штук. Плюс один, вроде бы как определили, что один орикс. Леопарды смотрят на восток, а орикс на запад. Интересно, что символизирует силуэты животных? У ученых точного ответа нет. 17 силуэтов животных, 16 леопардов плюс одна антилопа и 17 вертикальных камней внутри храма. Есть ли между ними связь? Или это совпадение? Ученые до сих пор не выяснили, какое предназначение было у этого храма. Одни считают, что древние пастухи здесь молились богам и просили защитить их стада от хищников. Возможно, это символ извечной борьбы жизни со смертью. Когда-то в Негеве жили аравийские леопарды. Опасные, быстрые. И древние жители долины явно были одержимы этим зверем. Рядом с храмом археологи нашли древние каменные ловушки для леопардов. Некоторым из них больше 5000 лет. И вот тут возникает вопрос. Они охотились на леопардов или поклонялись им? Долина Увда. Сегодня здесь почти мертвая пустыня. Но тысячи лет назад здесь существовала целая сеть поселений. Ученые и археологи обнаружили остатки более 150 древних поселений здесь. Люди разводили животных, хранили воду, проводили ритуалы. Еще задолго до великих империй люди уже смотрели в небо, боялись смерти и пытались понять силы, которые были выше их самих. Храм леопардов. Долина Увда, Израиль.